how can I not let this anger, how can I not let this anger divide us? Каким же образом я могу не давать гневу возможность разделять нас? I'm angry. Я злюсь. I see my brother walk in the door and I feel resentful all right away. Я вижу, что мой брат заходит в дверь, и я уже чувствую прямо сейчас вот во мне закипает что-то. And I'm not having a peaceful, open relationship with God. И у меня нету мирных, открытых отношений с Богом. Someone has hurt me. Кто-то причинил мне боль. So the anger that I feel means that I believe that someone has done something wrong and I should do something about it. И злость, которая есть во мне, связана с тем, что я считаю, что кто-то сделал что-то нехорошее по отношению ко мне, и мне нужно что-то с этим сделать. According to the text, how long do I have to do something about it? И в соответствии с текстом, как долго я имею возможность делать что-то с этим? How long? Как долго? Until the sun. Until the sun goes down. До захода солнца. I got about 7 hours. У меня есть около 7 часов. Or 9 hours. Или 9 часов. All right? So I shouldn't let this anger abide and live in me. Я не должен позволять этому гневу укорениться и поселиться во мне. Now many of us, like me, are afraid. А многие из нас, кто похож на меня, могут злиться. And I'm not sure I really want to do anything. И я не уверен в том, что я на самом деле хочу что-то делать. Then maybe it's not worth it to me to confront my brother. Возможно, мне не стоит конфронтировать моего брата. What shall I do then? Что же мне тогда Stay делать? angry? Что мне оставаться злым, мне злиться, продолжать злиться? I should start praying. Начинать молиться. And forget it. И забыть об этом. Drop the case. Просто считать, что этого не было. Drop the charges. Снять любые ожидания и как бы не ожидать какой-либо расплаты. Dismiss the case from the court of my judgment. If I make that sense. Закрыть этот случай в моем внутреннем суде и как бы вообще его оттуда удалить. But and this may be difficult and harder than it sounds. И это может быть сложнее, чем кажется. Oh, but you can talk yourself out of being angry. Но вы можете уговорить себя, чтобы не злиться, чтобы не испытывать злость. For example, as the Bible tells us, think of all the times God has forgiven you. И Библия нам говорит, подумайте о всех тех случаях, когда Господь прощал нам. Yeah, that's right. Это правильно. Right? So, and this one requires a little bit of humility that maybe I'm not as important as I thought I was. И это вынуждает нас быть более смиренными, потому что, возможно, я не такой значимый, как я мог думать. Maybe I'm not even right. Может быть, я даже и не прав. Right? But if you're convinced that you're right and you might be able to improve the situation. Но если вы убеждены, что вы правы и что у вас может быть возможность улучшить ситуацию, then I should act and do something. но тогда я должен что-то делать. So the other option, instead of talking myself out of being angry, И другая возможность, которая у меня есть, вместо того, чтобы уговаривать меня злиться, is to have the courage to take action. Это иметь смелость предпринимать действия. And Jesus told us what we should do. Иисус сказал нам о том, что мы должны делать. He said, I should go to my brother. Иисус сказал, я должен пойти к моему брату And talk to him about it. и поговорить с ним об этом. And as I said before, when we take action, you can do anything you want as long as you're willing to pay the price. И когда мы предпринимаем какие-то действия, мы можем делать все, что угодно до тех пор, пока мы готовы заплатить за это соответствующую цену. And we can use this anger effectively to confront people that we think have wronged us. И мы можем этот гнев использовать эффективно, конфронтируя людей, которые причинили нам какой-то ущерб. So that by 6 or 7 o'clock tonight, так, чтобы к 6 или 7 вечера сегодня вечером I've done something about it. Я уже сделал что-то с целью исправить эту ситуацию. Or, like I said, we can realize that what has happened to me is something that's very common. It happens a lot. Или я могу осознать, что то, что произошло со мной, это очень обычное событие. Такое происходит часто. And then I can forgive the person and say, well, I guess he had a bad day.
И я могу простить человека и сказать, ну, наверное, у него был просто плохой день сегодня. You see, it gives us permission to feel angry, Библия нам разрешает испытывать злость, but it does not give us an excuse to cross the line over to sinful behavior. но она не оправдывает, не дает нам возможности иметь оправдание, если мы пересекаем линию и начинаем грешить. We've talked before about setting boundaries, I think, with people, right? Раньше мы говорили об установлении границ с людьми. Sometimes the anger is useful for us in setting boundaries with people. Иногда злость полезна для нас в установлении границ в отношениях с людьми. No, our anger tells us that someone has crossed over the line on us, and it probably means I have to confront the person. Злость указывает нам на то, что кто-то пересек с нами позволительную черту, и это указывает нам на то, что мне нужно конфронтировать этого человека. So we say to the person, when you cross the line, I feel angry because I believe that this is my territory and not yours. И я говорю человеку, когда ты пересекаешь межу дозволенного, я чувствую, что ты уже на моей территории, и тебя здесь не должно быть. So please stay on your side of the line. Пожалуйста, находись за чертой, разделяющей наши территории. Does that sound familiar? Это знакомо? Okay. So this is one of the reasons we use the I message. Это одна из причин, почему мы используем я-послание. When I get angry, it means that your property is being trespassed on. Когда я злюсь, это означает, что мои границы кто-то пересек. And you either have to yield the territory, И тогда вам нужно либо защищать территорию, or you have to defend it. или отодвигать границу, или защищать территорию. I know that your country has experienced this recently. Наша страна недавно пережила нечто подобное. And it's a little bit like this between people also. И в отношениях между людьми это тоже так. And most of us have a sense of our person and our identity, I guess I'd say, our space. We have a sense of our own space that belongs to us. И у большинства из нас есть чувство собственного пространства, чувство того, что нам принадлежит. And we cannot surrender. И мы не можем сдаваться. And we cannot retreat any farther. И мы не можем отступить дальше. So we become angry and we defend that place. И если мы злимся, мы начинаем защищать свою территорию. And like sometimes that animal that's in the corner, we can become very aggressive to defend our place. И по аналогии с животным, загнанным в угол, мы можем становиться очень агрессивными, защищая свое пространство. Again, another caution. И еще одно предупреждение. Because we know from the scriptures that the anger of people does not work the righteousness of God. Из Писания мы знаем, что наша злость не способствует проявлению Божьей праведности. So if we just give in to our anger and let it go, Если мы просто or let it go against people, Если мы просто будем отыгрывать свой гнев и направлять его просто против других людей, we will probably sin against our brother. мы будем, скорее всего, совершать грех по отношению к нашим братьям. I will find out that my wife did not really steal my keys. Я узнаю, что моя жена на самом деле не украла у меня ключи. And that it was not my neighbor who stole the political sign, the wind blew it over. И не мой сосед украл какой-то политический знак, просто ветер его сдул. And nobody stole my car. И никто не воровал мою машину. I just forgot where I parked it. Я просто забыл, куда я ее припарковал. Right? But there are times when we're very careful. Но есть ситуации, когда мы очень осторожны. And we think a lot about the И situation. мы обдумываем ситуацию. I think about why do I want what I want, И я думаю о том, почему же я хочу то, чего я хочу. and what someone else has done. И то, что кто-то другой сделал, I might talk to my therapist about it, я могу говорить об этом с моим терапевтом. or I might talk to my friend about it. И я могу говорить с моим другом об этом. And I will come to the conviction that yes, this person has taken advantage of me, and they have violated the contract that's between us. И я могу осознать, что этот человек нарушил соглашение, которое было между нами, и каким-либо образом делает по отношению ко мне то, что он не должен делать. We will find out that after the surveyor comes along, the surveyor that runs the property line on our property. Make sense?
like defense. Defense, defense. И когда мы видим, что у нас есть забор, который ограждает нашу собственность, наше пространство, That my neighbor has actually built his fence on my property. мы можем обнаружить, что мой сосед поставил свой забор на моей территории. So we have to talk to him to get him to move it. И нам нужно поговорить с ним и заставить его сделать так, чтобы он отодвинул свой забор. This is the dilemma I find myself in sometimes. Это дилемма, в которой я обнаруживаю себя иногда. How do I defend this person without looking like a bad person? Как же я могу защищать себя, не проявляя себя как нехороший человек? So I have a choice to make. Мне нужно сделать выбор. I may have to choose either being right or feeling good. Я могу выбрать между тем, чтобы быть правым See, или чувствовать себя комфортно. And my problem is I think I'm both right and good. Но моя проблема может заключаться в том, что я думаю, что я одновременно прав и я одновременно хороший. And I want other people to believe both those things too. И я хочу, чтобы другие люди тоже верили этому. So it gives me conflict when I have to choose one of them. И у меня возникает конфликт, когда я должен выбирать что-то одно. Many of us would not choose to confront the other person. Многие из нас выбирают не конфронтировать других людей. And that's your choice. И это ваш выбор. As long as you're willing to say that now you lose the right to be angry anymore. До тех пор, пока вы готовы признать, что это ваш выбор, у вас больше нет права злиться. You had an opportunity to confront the person. У вас есть возможность конфронтировать человека. But you said, no, I'm not going to do that. Но вы говорите, нет, я не собираюсь этого делать. Пока территории хватает. Только пока хватает территории. But that's only until your territory is enough for you. Right. Or maybe until the sun goes down. Или до заката. And so now you've lost your opportunity. И тогда у нас уже больше нет этой возможности. So forget it. И забудьте об этом. And on the other hand, you could choose to confront the person. С другой стороны, вы можете выбирать конфронтировать человека. But you have to risk a lot of things. One of those things is to have everyone think of you as a bad person. Но вам нужно рисковать, и один из рисков, которые возникают, когда другие могут подумать, что вы плохой человек. Again, my thing that I've learned for myself То, что я узнал о себе, is that you can do anything you want as long as you're willing to pay the price. как я вам уже говорил, вы можете делать все, что вы хотите, до тех пор, пока вы готовы заплатить за это соответствующую цену. Sometimes I'm willing to pay the price, Иногда я готов заплатить цену, sometimes I'm not. иногда я не готов. But I have to be at peace either way. Но мне нужно испытывать мир в любом случае. And this is Сторона медали плохой. Это когда другие будут думать, что ты слабый, и они могут позволять себе так. Есть другая сторона медали, когда другие будут думать, что ты слабый, и будут позволять по отношению Да, к не тебе. плохой, а слабый. Слабый, да. So there is another side of the medal when others will think that you are weak and they will allow to do this against you. that's right. Абсолютно верно. Now, So, как с этим быть? So what do we do with it? well, that's another decision we have to make, isn't Это it? еще одно решение, которое нам нужно предпринимать. Do I want people to think I'm good and weak, Хочу ли я, чтобы люди думали, что я хороший и слабый? or do I want people to think I'm strong and bad? Или я хочу, чтобы люди думали, что я сильный и плохой? Простите, а есть еще варианты? Есть ли еще варианты? Are there any other Можно options? так. Есть ли Sometimes. опция хороший и сильный? Как с этим, как сделать? Как сделать это? How do What I you do. make them think good? One way is to help to shape public opinion. Одна из стратегий – это формировать публичное мнение, мнение общественности. And to teach people, look, I'm good because I'm strong. И учить людей тому, что, смотрите, я хороший и сильный. But I don't want to, I think we need to be careful about being honest also. Но вам нужно также быть осторожными, чтобы быть честными. Much of what we're talking about suggests that we are deceiving ourselves and maybe even deceiving other people. И мы много говорили о том, что мы можем обманывать себя и даже, возможно, других людей. I guess I want to be honest about the fact that many times I'm not a very good person.
Я хочу быть откровенен с вами, говоря с вами о том, что часто я не очень хороший человек. And maybe it's okay for people to know that I'm not that good. И, возможно, для людей даже важно знать, что я не всегда такой хороший. And other times, I'm not a very strong person. В других случаях я не очень сильный человек. And maybe it's okay for people to not just respect that I'm a strong person. И, возможно, людям тоже важно не просто ценить, что я сильный человек. Now, this leads to something else that comes up when we talk about this. И это приводит нас к следующему, когда мы говорим о том, о чем мы говорили. So when someone comes to me and asks me to do something, Когда кто-то приходит ко мне и просит меня сделать что-то, and I say, "Oh, I can't." я говорю, нет, я не могу. Of course, what means that when I say I can't, Когда я говорю, я не могу, it's really the fact that there are certain things that go with doing what you want me to do that I really don't want to do. когда я говорю, я не могу, это часто связано с тем, что то, о чем ты меня просишь, связано с осуществлением определенных действий, которые я не хочу осуществлять. So, does anyone work with abused wives? Работает ли кто-нибудь с женами, которые пережили насилие? Right? Anyone? Abused wives, abused spouses. Жены, мужья, которые были жертвами насилия. They may say, I can't leave this abusive relationship. Они могут говорить, я не могу оставить эти отношения, в которых по отношению ко мне совершается насилие. And they don't believe that they have any ability outside of this relationship. И они не верят, что у них есть какие-либо возможности вообще выйти из этих отношений и быть вне этих отношений. And maybe they don't believe that God can help them either. И, возможно, они даже не верят, что Бог им может помочь. So that's why I can't do that, what you're asking И me. поэтому я не могу сделать то, о чем вы меня просите. Isn't it better for us to say, instead of saying I cannot, that I will not? Разве не лучше нам вместо того, чтобы сказать, что я не могу, сказать, что я просто не буду? You see, there's a slight difference, Есть небольшая разница, but it's a significant но difference. это существенная разница. It's not that I can't and I have a chain on my leg. Это не потому, что я не могу вследствие того, что у меня ноги скованы цепями. No, it's that there are a bunch of consequences that I don't want to pay. Есть множество последствий, с которыми я не готов сталкиваться. And if you can help a client to switch from saying I cannot to I will not, Если вы можете помочь клиенту переключиться из позиции, когда он говорит «я не могу», в позицию, когда он говорит «я не буду», you'll be helping that client to take a sense of personal power and personal responsibility. вы поможете этому клиенту сформировать большее чувство собственной силы и собственной ответственности, личной ответственности. You might be able to say to the person, well, I could do what you want me to do, Вы можете сказать человеку: «О, я мог сделать то, что вы хотели, чтобы я сделал». but I'm telling you I'm not going to do it Но я хочу сказать вам, я не собираюсь это сделать, because I don't want to lie to you потому что я не хочу лгать вам. and I don't want to lie to myself. Я не хочу лгать себе. But I'm still going to refuse to do what you want me to do. Но я все равно могу отказаться делать то, что вы хотите, чтобы я сделал. Often takes a lot of courage for us to say that. И часто это требует от нас очень большой смелости. And if your client is beginning to say those things, И если ваш клиент начинает говорить что-то подобное, I think we should applaud them мы должны аплодировать клиенту. because it's a very courageous thing for them to do. Потому что это очень смело со стороны клиента делать что-то подобное. A little entertainment. Маленькое развлечение. It's important for us to understand what people's goals are when they Очень act. важно для нас понимать, какие цели преследуют люди, когда они ведут себя тем или иным образом. Let's see. Давайте посмотрим. Try to find out what the purpose of the behavior is. Попробуйте понять, какая цель поведения.
Okay, enough. Достаточно. No more little girls here. Well, when I saw the tantrum, Когда я увидела эту истерику, I'm thinking about some of our protesters. я подумала о некоторых из наших протестующих. Is the camera on? Камера включена? Okay, begin the protest. Вот, и я начинаю протестовать. So, all right. One of the things that we found out when the mother learns, when she's frustrated with her child throwing a tantrum on the floor, А что мы узнали, когда мы видим маму, которая смотрит на своего ребенка, который закатывает истерику на полу, and they do it in the store, right? и ребенок делает это часто в магазине, Is that when she leaves когда мама уходит, and she goes around the corner, она заходит за угол, in a few seconds the child will stop crying, через несколько секунд ребенок перестает плакать. and they get up and follow the parent. И он встает и идет за родителем. You see, that's because we're pushing people to do things, Потому что мы стремимся заставить людей делать что-то. and we get frustrated И мы расстраиваемся, when we don't back off, and we can actually pull them into doing something. когда мы отступаем назад. From the child doing the tantrum, Например, в случае с ребенком, который закатывает истерику, we will discover that the child wants to be with us. мы обнаружим, что ребенок хочет быть с нами. Yeah? So, and we can use that Мы можем это использовать rather than forcing them to comply. вместо того, чтобы принуждать его подчиниться. They may actually comply with me because they want to, Он может согласиться со мной, потому что он хочет, but I didn't know that, но я этого не знал. right? So, what is the goal of the child in our video? Какая цель ребенка в нашем видео? Добиться чего-то, to get something. To get something. What do you think? Как вы думаете, чего он хочет? Конфеты. Конфеты, maybe candy or ice cream. Maybe candy or ice cream? Да, есть Ну желание. чего-то он хочет. Well, Какое-то желание, которое не удовлетворяется. Some desire that is not satisfied. right? What happens when the camera is off and we can't see the child? А что происходит, когда камера выключена, и мы не видим ребенка? Is it worse? Становится хуже или становится лучше? Лучше. Лучше. Right. So, but when the camera is on a child, Но когда камера направлена на ребенка, what do you think is the purpose then? какая цель тогда у ребенка? We'll talk about it. Мы поговорим об этом. I want to talk about the 4 goals of misbehavior. Я хочу поговорить о 4 целях, 4 ложных целях поведения. And this was taught to us by a colleague of Alfred Adler. И это то, что мы узнали от коллеги Альфреда Адлера. And his name is Rudolf Dreikurs. Его имя Рудольф Дрейкурс. There are some books written translated into Russian Есть книги, переведенные на русский, by Rudolf Dreikurs also. которые написаны также Рудольфом Дрейкурсом. Some of the books are written by Alfred Adler in Russian, Некоторые есть книги, которые написал Альфред Адлер, и они тоже переведены на русский. and some are by Rudolf Dreikurs. Некоторые книги Рудольфа Дрейкурса переведены. And Dreikurs talked about these 4 goals of И misbehavior. Дрейкурс говорил о 4 ложных целях поведения. That is, why is it that the child does not behave the way we want them to? Которые описывают то, почему ребенок ведет себя не так, как мы хотим. So here they are. И вот эти цели. I'm sorry that they're in English, Извините, что они на английском, but I will try to explain them to you но я сейчас постараюсь разъяснить вам. and so you can understand what the purposes are Для того, чтобы мы могли понимать, какие цели лежат в основе этого поведения. and how this chart works. И как эта схема работает. We start on the bottom left Мы начинаем с того, что в нижнем левом углу, and we work our way up. и прорабатываем наш путь вверх. And you can see on the top left is the word called discouragement. И вы видите, что наверху, в левом верхнем углу, есть слово, которое называется discouragement, разочарование. This is a person who lacks courage. Это человек, которому не хватает уверенности, And не хватает смелости. right, they don't have power, У этого человека ощущение, что у него нет сил, but they're trying to get it. но он пытается ее обрести. And there are 4 forms of it on the Есть 4 left also. формы
right? The goal. Цели. Okay, we have the from left to right on top. А слева, если рассматривать слева направо, идти снизу вверх, We have the goal. есть цель, это поведение. How you feel when you're the parent, Третья колонка, как вы себя чувствуете как родитель. and what perhaps a parent can do. И четвертая колонка, что родитель может сделать. Maybe. Может быть. Maybe. So if we start with the first, I think that the main goal of the child in the video И я думаю, что основная цель ребенка на видео is number one, addition, это цель номер один. attention. Цель attention, цель Attention. внимание, получить внимание. Первая ложная цель. What does the внимание. child do? Что делает ребенок? Does the child? Sorry. Что-то сказали? Он плачет. 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 He's crying. And It's tantrum. is crying pleasant or unpleasant for the parent? Плач приятен или неприятен для родителя? Неприятен. No, for us it was very entertaining, Для нас это было, нас это развлекло. but we're not the parent. Но мы не являемся родителями этого ребенка. And I think for this parent it was entertaining И also. я думаю, что для этого родителя это тоже было своего рода развлечение.